Многие люди, которые хорошо плавают или держатся на воде, не понимают, как можно утонуть у самого берега. Услышав сводки новостей в сезон отпусков о туристах, погибших возле берега, они думают, что жертвы находились в состоянии алкогольного опьянения или попросту не умели плавать. Но причина кроется совсем в другом. Речь идет об очень опасном, но малоизвестном явлении – обратных течениях, которые часто еще называют тягунами или рипами. Они есть во всех уголках планеты – и в Мексиканском заливе, и на Черном море, и на острове Бали. По статистике, более 80% случаев гибели купающихся на морских и океанических пляжах происходит именно из-за обратного течения. Можно стоять в воде в паре метров от кромки и внезапно оказаться подхваченным сильным течением. С ними не могут справиться не только обычные люди, но и первоклассные пловцы, потому что попросту не знают, как себя вести. Обратные или отбойные течения – это стихийно возникающее морское прибрежное течение, перпендикулярное линии берега. Обычно оно возникает во время отлива в местах, где около берега имеются песчаные косы, рифы или отмели. Из-за них вода не может вернуться в море равномерно, поэтому основной поток устремляется с большой скоростью в пролив между препятствиями и угасает сразу за ними. В результате образуются сильные течения, способные мгновенно унести человека на несколько десятков метров от берега. Ширина течения варьирует от 3 до 50 метров, а скорость потока воды в нем от 2 до 20 км в час. Обратное течение обычно можно заметить по нескольким признакам. Видна полоса бурлящей воды перпендикулярно берегу, при этом участок воды у берега отличается по цвету от остальной водной поверхности. Вдоль всего берега видны волны, а на одном участке шириной в несколько метров или десятков метров их нет. Пена и пузыри быстро уплывают от берега в море. Если вы собираетесь провести отпуск за границей, запомните словосочетание «rip currents» и не заходите в воду там, где увидели его на флажках и знаках. Первое. Возьмите себя в руки, ведь люди, знающие правила поведения в рипе, спасаются в 99% случаев. Второе. Не пытайтесь плыть прямо к берегу. Скорость обратного течения может достигать нескольких метров в секунду. Тянет действительно сильно, так что побороть его не получится. Плыть нужно в сторону, параллельно пляжу. Это не водоворот и не воронка. Чаще всего отбойные течения короткие и с большей скоростью движется только верхний слой воды, который тащит от берега вдоль поверхности, но не на глубину. Третье. Если вы гребете по правилам в сторону, а выбраться не удается, значит рип широкий, от 20 метров и больше. Помните, обратное течение обычно недолгое, и уже через пару минут оно прекратится. После этого отплывите на 50-100 метров в сторону от него, а уже потом возвращайтесь с передышками на берег. А пока на этом все. Поделитесь этим видео со своими друзьями, и, возможно, это спасет чью-то жизнь. Всем пока!